вы интересного, мужики, снимаете? Офигеть, вот это да. Вот это да. Это сегодняшний, да? Да. О, держись. Вот что она делает, та птица, что я говорил. Вот, ни глаза, ни жабер, а рыба целая. А так он уже не принимает. Че, ребят, заходите, хоть чай попьем. А мы тут снаружи можем? Конечно, почему нет? Дня через 4, сказали, вверху выдадут, нужно сваливать отсюда. Сейчас чуть-чуть 4 хватает, чтобы здесь все сухо было. Вода моментом уходит. Здесь воды было раньше почти метров 2. А последние 2 года вообще, да, Надыр? Да, вообще. Вообще вода уходит. Вот мы по Волчьи сейчас не можем, вот средний уровень воды мы не можем по ней идти. Цепляем, вот вода моментально уходит. Я говорю, еще года 2 здесь вообще ловить нечего будет. Обсыхаем. Оно в свое время, лет, наверное, 10 назад, да, наверное? Лет 10 назад, подымалось. Топило прибрежные села. Люди уезжали, им выплачивали компенсации. Сильно море поднималось. Потом резко развелось и начало падать. Даже вот это. Какой-то цикл у него идет. Ну давай, вытаскивай свой чай. Я вам открою варенье. Ух ты. Это, Это, наверное, а вот что? Это какое? это, наверное, с айвы. Похоже на А, айву. Айва, да. Мгм. Вот попробуй. В Москве растет айва. Нет. Нет. 8 да? штук на каждом дереве. Это в Москве не было. Вообще нам пообещали дня 4, 3-4 дня хорошей погоды работать можно. 8-ки, 6-ки. А то мы работаем 2 месяца, из этих 2 месяцев мы работаем, по-моему, дней 40, да, Надя? А то и того не работаем. Ну смотри, уже число 15 даже март или 16 сегодня. Ну что мы здесь? Ничего мы еще не сделали. Из-за непогоды. Знаешь, все равно годы дают, надо знать. А раньше молодые были азарт, быстрее, там на работу. Сейчас как-то мы уже уже так. Пойдем, не пойдем, большой беды нет. То есть не деньги, еще не только деньги, еще азарт такой был, да? Нет, Деньги-то второе дело. деньги у нас на втором. Деньги-то на на втором третьем месте. Если вот эти, мы называем их, это пена на их называем, они приходят, которые зарабатывают деньги сюда, это не рыбаки, это хапуги. Когда ты идешь на сетке, у тебя рыбу, ты не думаешь о них, у тебя азарт, вот понимаешь, деньги-то Интерес. потом, когда-то там, где-то ты сдашь, а тут идет азарт, тут идет, я не знаю, это, объясни, душевный порыв, короче. Это тоже же годами все накапливается. Я говорю, бросить все, не из-за денег, найду я там себе дома чем заниматься. Вот именно будет не хватать чего-то нам. Ну, думаю, на завод устроиться. Ну, не сможем же мы работать на заводе, не сможем уже. Мы привыкли всю жизнь, мы не имеем шефа над собой, понимаешь, как вот привычка человека создается, что он, ну, не имеет он начальства. Мне надо сегодня, я пошел на работу. Не надо, да понимаешь, пропадом. Я дня 3 буду дома сидеть. Вот, понимаешь, это с годами все тебе въедается. Попробуй сейчас мне устроить куда-нибудь на работу, да, где-нибудь в конторе, что мне надо в 8 прийти, в 5 уйти. И еще если я опоздал, мне кто-то будет говорить, да ты опоздал, да я же его на второй день пошлю подальше, скажу, да иди ты туда, ты со своей работой. Ну. Вот это, она же, это вся жизнь вот так прошла, как, куда ты сейчас пойдешь на работу? Да никуда. Я хоть и в городе живу, я как будто я, знаю, как сельский житель. Меня всегда тянуло в лес, в болото куда-то. Природа. Дикую природу. Да мне сейчас, вот, в этом году я только начал грибы собирать. Ёпта, чё раньше не ходил? Такая красота! Грибы? Выйдешь в лес, да. Да эти грибы нахрен не нужны. Выйдешь в лес, идет, я не знаю, нахуй, это все, это оттас, молодость свою вспоминаю. Идешь спокойно, никого, ничего, блядь. Отдыхаешь. Вообще интересная вещь природа. Вот здесь раньше была зеленка. Наверное, лет 8 назад, да? Сетки ставить невозможно было. Это, наверное, природа специально делает, как-то равняет. Вот ставим на сетки, чуть ветерок, вот такой ветер, все, сетки не поднять. Забивает сетки, вот, поднимаешь, рвется сетки. Такая тут
тина, да не тина, зеленка обрастает. Вот моментально и, короче, ну ничего не можем делать. Не можем рыбу поймать. Сколько лет мы мучились, да? Потом одно время, год-два раз, вот ее сейчас она исчезла практически полностью. Чуть-чуть где-то. Кусками, не знаю. 2 года, 3 года зеленка, потом 2-3 года зеленки нету. Что-то мы думаем, куда она пропала. Или... Вот не можем понять, куда она делась. Почему-то вот такое ощущение, что природа специально, короче, баланс какой-то. Видно, начали мы много рыбу ловить, да, наверное. Она нам раз зеленку подкинула. Вот сын, наверное, работает, да, вместе. Он так намерен рыбалкой заниматься? Нечего делать. Не? Он немножко себе приобрел скот, а там То телят, есть- понакупил, коровы у него. А то есть он будет животноводством, да, скорее? Да. У него, короче, с детства это животноводство у него. Ты знаешь, наверное, времена изменились. Раньше вообще пили очень сильно здесь. Вот когда бардачные времена были, Ну да. вот это бардачные, сейчас Да. перестали пить. В те годы, советские времена, ну, у нас были где-то 400-450 хозяйств, даже Яснополяне. 2 дома было, которые хозяин, который не пьет. Один из них был мой отец, покойный, и имам мечети. 2 человека, которые спиртное не употребляли. Поголовно в каждом доме компания. Баран режут, гусей, утей режут. Собираются, пьют, до утра курят. Сейчас у нас в селе, чтобы вот так вместо пива попить, ты, например, купишь пиво, но не найдешь человека, чтобы с кем-то пиво попить. Так намного меньше пить стали. Вообще перестали. Вообще пить. перестали пить. Ну, делом занялись, значит, каким-то. Или безотносительно. Просто раньше вы проще жить было. Мечети начали люди ходить. Ладно, в мечети начали ваши люди ходить. А что поморцы? Куда они стали ходить? Молодое поколение подросло, они стали умнее, чем мы. Мы проще жили как-то. Ну, да. Не заморачивались. И не только там я, другой, пятый, а действительно в большинстве своем. Были, конечно, заморочены, но в большинстве 90% так жили. Сегодня есть, и слава богу. Вот сколько здесь рыбы? 80-90. А по весу? Килограмм 300, наверное, есть. Заходи, чай май попить. Можешь газовать. Так а что его открывать? Я все равно.
уж надоело. 12. 12,6. Ну, по-моему, это нереально. Это придется багажник закупать. Мы с тобой доиграемся на такой себе, что ты так меня решил приобуть. Ну, чисто, что ты хочешь, икру сделать? Ну, дай-ка посмотрю. Надыр, я бы на твоем месте ее не резал. А что? Она, по-моему, уже отметалась. И если есть... Ну, порежь, потом отметь. Посмотрим. Не отметалась. А то будет резать. А вот сазан, да, он вот такого размера примерно, или попадается мелкий, или только заходят вот косяки таких. Нет, мелкую мы не ловим, потому что у нас ячея начиная от 90 и выше. 90-100. И если мелочь попадается, естественно, мы ее выпускаем. Зачем она нам нужна? Вот такой санчик мелкий, что есть, ну, короче, от 3 килограмм и выше мы ловим. Вот 3 килограмма я тоже думаю редко. Вот сейчас сазан, это первый. Сейчас подойдет хороший сазан. 4 килограмма, 5 килограмм, вот такой сазан. Ага, стандарт такой, да. Да, ну у нас по ячее, мы меньше не ставим сетки. Конечно, если поставить 60-ки, 70-ки, будешь сейчас всякую, наберешь всякой мелочи, кучу гадостей. А вы сдаете какой-то опыт, да, в магазины? Не магазин, Нет, а у нас база. приемка, база, приемка есть. Документы, приемка, лицензия. Там они уже реализуют, они нас рассчитывают. Определенная цена есть, вот они по определенной цене нас рассчитали, Ага. а там и нас не волнует, почем они ее дальше будут двигать, реализовать. Ну, вас устраивает? Нас устраивает нормальная цена. Дело в том, что вот сейчас пока цена нормальная. Сейчас чуть потеплеет, цена будет падать. Поэтому ловить желательно вот сейчас, март месяц. В апреле уже цена будет падать. Уже тогда ничего не заработаешь толком. Щука хорошая, щука если будет, до 5 килограмм этой икры дает. В одной щуке? Да. А что лучше, сазане или щучья? Конечно, щучья лучше. Лучше черный. Черная была здесь столько, что 55 килограммов не брали, да, надо раньше. 5 килограммов это не рыба Меньше считалась. 10 килограмм никто даже ее не покупал раньше. А вот летом, вот прямо вот там не в море, а вот, ну вот в этой воде, какая-то рыба-то будет? Сейчас здесь, знаешь, что подойдет? Косяки, красноперки. А, Невозможно. Я тут кинул эту рахмаку, целая стая налетает. Ну и никто не ловит, она никому не ну нужна. да, понятно. А так летом вообще рыбалка закругляется. Вот только в июне месяце, где-то в июле уже начинают ловить кефаль. А так рыба какая летом? Белую рыбу ловить не будешь, жерех, лещ ты его ловить не будешь. Он, во-первых, худой, во-вторых, ты ничего с ним не сделаешь, не посолишь, ничего. Поэтому единственное только кефаль. Кефаль, потом чуть дальше сентября сюда. И пошло потихоньку. Нам надо еще снять, да, рыбалку. Завтра заходите. Вот здесь у нас все сетки стоят. Поснимайте, рыба завтра должна быть нормальная. Со дня идет рыба. Погода хорошая. До обеда завтра будет где-то 6, как раз рабочая погода. Крупная все равно. Какой крупный?